Вот, казалось бы, глобальное обновление для eFootball уже успело выйти. Разговоры о нем потихоньку умолкают, и мы постепенно возвращаемся к рутинным оперативным обновлениям, которые ожидают нас каждый последующий четверг. Но за один только сегодняшний день в игре успело появиться столько контента и успеет появиться, что здесь есть о чем поговорить на самом деле. Поэтому, как и всегда, рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Давайте обсудим, что успело появиться в игре сегодня и что ожидает нас в ближайшее время. А ожидает нас, очень даже интересный контент, если вы, конечно, донатите в эту игру. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Наверное, один из самых неинтересных паков за последнее время — это, конечно же, Showtime набор, который посвящен по большей части, да и по сути целиком посвящен игрокам английской премьер-лиги. Он получил незамысловатое название в виде гениев атаки или атакующих гениев, и здесь по сути представлены атакующие футболисты АПЛ. В качестве трех главных игроков выделили Кевина Де Брюйне, Митому и Александра Исака. Модельки в принципе неплохие, и у каждого из игрока присутствуют крайне сильные стороны, которые в принципе могут решить исход матча. Но давайте будем честны, это вообще не те игроки, которые могли бы продать пак. То есть вот вы смотрите на этот набор, у меня не возникает такого ощущения, что я в теории бы хотел потратиться на этот пак. Возникают ли у вас? Отпишите в комментариях. А поэтому куда более интересен тот факт, что лишнее внимание привлекают паки команды недели, и не без помощи пака по Лиге Чемпионов, который вернулся после длительного отсутствия, и в котором представлены герои четвертьфинальных матчей ЛЧ. Привычная ЛЧ по чемпионатам, как и всегда, в принципе подбор среднячковый, цифры тоже не самые высокие. Чего не скажешь про набор по Лиге Чемпионов. Тут вам и Райс с высокими цифрами исполнения стандартов, и очередная имбовая карточка Лаутаро Мартинеза, и очередное появление Ламина Ямаля, рейтинг которого выше, чем у того же Рафиньи. И в принципе, куда ни посмотри, по большей части, все игроки могут усилить фри-то-плейные составы. И учитывая наличие 4 круток из этого пака, в принципе, я думаю, что даже те, кто не донатит, могут усилиться в рамках этого набора. Вполне закономерные изменения произошли и в круге почета, который пополнился новыми футболистами. По-моему, добавили 2 хайлайтовских игроков, если я ничего не путаю, и 2 эпических футболистов, один из которых был анонсирован самими Konami. В частности, это Сержиньо, который последний раз появлялся год назад, еще в рамках 24-й части. И что интересно, тогда он был представлен как центральный полузащитник, в принципе, с далеко неплохими цифрами, в то время как сейчас, представив ту же самую модельку, 32-летнюю, они сделали его фланговым полузащитником со стилем специалист по навесам, в то время как у него также доступна позиция АПЗ и ЦПЗ. Но, соответственно, из-за вот этого специфичного, скажем так, стиля, он будет, не то что не играбелен, он будет играбелен без стиля, соответственно, в центре. Но для тех, кто любит навешивать, в принципе, вариант неплохой, учитывая, что ему накинули острые навесы, поэтому в любом случае, несмотря на специфичный стиль и в целом проставленную позицию у него, вариант очень даже неплохой, особенно для фри-то-плейных составов. К сожалению, за его модельку мне играть не приходилось, поэтому тут сказать не могу, насколько приятная и податливая у него моделька, но в целом цифры у него хорошие, особенно учитывая, что карточка бесплатная. Ну и второй эпический игрок, который появился в круге почета, это Рики Пуч, что стало на самом деле неожиданностью. Хотя как сказать неожиданностью? В принципе, если вы следите за всеми новостями, подписаны на мои соцсети, то знаете, что Рики Пуч стал одним из тех игроков, который пополнил базу данных эпических футболистов. Поэтому так или иначе он должен был появиться в игре. И забавно, что те самые новые игроки, которые пополнили базу данных, они составляют костяк игроков из МЛС, но появляются их европейские
европейские вот именно версии, будучи выступающими за сборные, либо же вот за клубы, как было с Касаросом и Льорисом, которые представлены в качестве игроков сборных, и как сейчас Рики Пуччи, который представлен как игрок Барселоны. А поэтому появление того же самого Жиру, Инсинья, скорее всего, также ожидаем за их национальные сборные, ну в крайнем случае за один из их европейских клубов. Касаемо же Рики Пуччи, то опять же это дирижер, коих в игре и так немало, и по сути это, ну знаете, пародия на Дэвида Бекхэма, который также доступен в круге почета. Только в отличие от Бекхэма у Рики Пуччи еще и моделька намного меньше, и соответственно при отсутствии устойчивости при толчках, ну не знаю, насколько он будет устойчивым в центре, хотя оборонительные цифры у него вроде как имеются. А вы помните разговоры о том, что в eFootball появится механика просмотра рекламы с последующей наградой за нее, и теперь в некоторых регионах на мобильной версии игры за просмотр конкретной рекламы будет возможность покрутить отдельный пак с 3 эпическими футболистами. Есть возможность заиметь вот эти 3 карточки: Руи Кошты, Денниса Ирвина и Луиса Гарсия. С одной стороны, далеко не самые хайповые модельки, но с другой стороны, будучи, например, с фри-ту-плейным составом, просто заиметь одного из эпических игроков с отличительным навыком, что интересно, за банальный просмотр рекламы, да это же чудо какое-то. К сожалению, я не припомню ни одну компьютерную фри-ту-плейную игру, в которой была бы подобная механика. Она, как правило, распространяется только на мобильные игры, а поэтому, скорее всего, подобная мини-акция будет только для мобильных устройств. И то, как мы понимаем, далеко не для всех регионов. Ну и самое хайповое, как по мне, это предстоящий эпический пак на понедельник, в котором мы увидим 3 эпических бразильцев, очередную версию Роберто Карлоса и Кафу и первое появление Рональдиньо, в отличие от его предыдущих появлений в качестве модельки за Барселону и Милан. На сей раз как раз таки о сборной Бразилии, по сути обновленная и новая моделька. И вот казалось бы, да, здорово, новый Рональдиньо, ради него-то и стоит крутить. Но если мы посмотрим на Кафу и Роберто Карлоса, то, во-первых, заметим, что они представлены как фланговые полузащитники. Но и это еще не все. Если у Роберто Карлоса его игровой стиль еще более-менее как-то вот, ну знаете, ну смотрится относительно уместно, то вот у Кафу, будучи правым полузащитником, стиль от штрафной до штрафной. Соответственно, на позиции правого защитника с этим стилем вы его не заиграете. Ну, соответственно, заиграете, но без стиля. А позиция центрального полузащитника у него и вовсе не проставлена. Скорее всего, учитывая основную проставленную позицию, наверное, можно будет выловить в теории. Но не факт, что Кафу прям будет идеально на ней смотреться. В общем-то, в случае и с Роберто Карлосом, и с Кафу это крайне странный выбор касаемо стилей и проставленных позиций. Возможно, таким образом Konami не хотят сильно повторять, учитывая, сколько раз они уже перевыпускали карточки и Роберто Карлоса, и Кафу. Но, как по мне, вот для меня, в частности, для игрока, у которого нет подобных футболистов в составе, это, по сути, возможно, будет первое их появление у меня, с такими позициями и с такими переставленными стилями, это прям, я не знаю, как выстрел в ногу, как минимум. А поэтому, как я изначально собирался, так, по сути, моя главная мотивация и остается за Рональдиньо, который представлен в качестве атакующего полузащитника со стилем атакующий полузащитник, то есть хоть здесь стиль более-менее хороший. Соответственно, уже известны официальные уровни у Рональдиньо, у него будет 31 уровень прокачки, при которых его основной рейтинг будет достигать 104 пунктов, в то время как на позиции левого нападающего и оттянутого форварда у него будет 105 пунктов. Ну и посмотрите на эти цифры дриблинга: 101, 102, 101. В принципе, учитывая, что отдельный навык у Рональдиньо будет посвящен именно что дриблингу, я думаю, что можно немножко перекачать эту карточку, убрав немного из дриблинга, поскольку, ну, разница между 100 пунктов и в 90 пунктов, она, ну, наверное, не самая существенная, учитывая, что цифра в любом случае в бирюзовой зоне. А поэтому накинуть немножко с дриблинга на ту же самую скорость и устойчивость при толчках, поскольку все остальное у Рональдиньо смотрится более-менее неплохо. Тут и, в принципе, удары, и пасы, и подкрутка, и исполнение стандартов. В принципе, для заигрывания на том же самом фланге прям здорово будет смотреться. Да и, в принципе, как и на позиции атакующего полузащитника, то есть эта карточка выглядит очень даже сочно, и вот как раз-таки вот такие карточки, такие игроки и продают паки в игре, а не тот же самый Showtime с Кевином Де Брюйне, чья моделька далеко не самая быстрая, будем честны. Ну и в общем-то как-то вот так вот. В комментариях под этим роликом буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, что вы думаете насчет предстоящего эпического пака
игра с бразильцами. Что думаете насчет проставленных стилей и позиций у Карлоса и Кафу? Да и в целом, касаемо всего остального, также делитесь своими впечатлениями в комментариях. Ну а сейчас я благодарю всех за просмотр, вашу проявленную активность и надеюсь, что услышимся с вами уже в следующем ролике. Всем пока!